Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами снова магазин Мир моделей. Мы находимся в городе Санкт-Петербург. Меня зовут Павел, я являюсь сотрудником данного магазина. Сегодняшняя наша программа будет посвящена склеиванию пластиковых моделей именно клею. Большое количество было вопросов задано на эту тему. И получается таким образом, что люди очень часто путают, не могут определиться, какой клей нужен им для определенного вида работы. Сегодня я покажу вам данные клеи для использования в сборке пластиковых моделей. Также я вам расскажу некоторые особенности работы с этими клеями и чем они отличаются друг от друга. Вот, уважаемые коллеги, здесь представлен набор средств для склеивания. Это вот такие вот три группы. Значит, первая группа — это так называемые сверхтекучие, сверхжидкие клеи. Вторая группа — это клеи более густые, которые требуют более длительного времени высыхания. И третья группа — клеи и средства для приклеивания пластиковых деталей с металлическими деталями, например, такими как фототравление. Это цианокрилатные клеи. Вот. Но теперь я немножко расскажу вам непосредственно о каждом из них. Итак, уважаемые друзья, вот перед вами сейчас находится так называемая группа жидких сверхтекучих клеев. Вот. Основное преимущество данных клеев в том, что они имеют очень быстрое время высыхания и довольно-таки быстрое склеивание именно сопрягаемых деталей. Вот. Значит, самым известным из данных клеев является клей фирмы Tamiya. Это очень удачный продукт, я считаю, этой фирмы, и он широко известен. Вот. Его некоторым аналогом является данный клей фирмы Ganza Sangyo, мистер Хобби. И вот новый продукт, фирма Tamiya совсем недавно выпустила в начале вот этого года, который еще более быстро схватываемый и быстро испаряемый. Я вам покажу на примере вот данного клея, что можно с ним делать. То есть, вот мы имеем элемент двигателя в 32 масштабе, пластиковые детали, две. Они сняты с литниковых рамок, немножко подшкурены, они полностью сухие, ничем не смазанные. То есть мы их прикладываем вместе. Вот, открываем клей. Вот, и вот таким вот образом капаем, не сильно сжимая стыковую площадь. Проводим вот так кисточкой. За счет своей сверхтекучести, капиллярного эффекта, клей сам распространяется на большую часть склеимой поверхности. Дальше мы вот так вот по всей поверхности проходим по линию стыка, склеиваем его. Чуть-чуть можно пару минут подождать. Таким вот образом. Можно взять какое-нибудь устройство типа модельных прищепок, зажимов, зафиксировать склеиваемые детали, например, таким образом. Вот таким вот образом. Вот. Ну, через где-то 15-20 минут данное соединение будет очень прочным. Если вы попытаетесь в этот момент его разобрать, то именно по стыку, там где вы проливали клеем, ровно разорвать не получится, уже будет излома. То есть пластик, получается, как бы сваривается, спаивается между собой. Я могу продемонстрировать, вот он уже в принципе вот уже держится. Хотя в принципе склеили мы это буквально минуту-полтора назад. Очень удобно использовать этот клей. Я сам собираю модель авиации. Вот, допустим, перед нами вот такая вот модель в 48 масштабе. Имеет длинные протяженные швы. Начинаем, как обычно, с хвоста. То есть вот капаем вот так вот аккуратно. Сразу схватываем прищепкой. И дальше аккуратно, потихонечку идем по всем линиям стыка. Немножечко поджимая, склеиваем поверхности.
То есть клей высыхает очень быстро. Вот. Единственное, хотел разглядеть один из так называемых нюансов. Может быть, для кого-то неприятным сюрпризом. Дело в том, что поскольку клей сверхтекучий, он проливается не только по линии склеивания, но и может пролиться по линиям расшивки. Если у вас там находится ваш палец, то, естественно, оставится отпечаток, который потом придется долго и очень неприятно вышкуривать. Ну вот. Потом, значит, здесь, если вы не можете, допустим, схватить какой-то элемент прищепками, можно использовать широко известную всем тамиевский скотч. Его можно, допустим, взять и таким образом склеить. Даже через какое-то время будет виден небольшие кусочки вкрапления расплавленного пластика. Ну, естественно, как все моделисты уже знают, что после склеивания и просушки склеенных швов их необходимо будет зачистить подручными материалами, как наждачная бумага, ну, или, допустим, какая-нибудь пилка для ногтей. Надфилями можно использовать. Кроме этого, я вам покажу сейчас вот здесь крыло. Вот. И здесь есть такое маленькое стеклянное окошечко. Вот сюда, допустим, должна вставляться посадочная фара. Очень удобно использовать именно тамиевский клей, потому что вы аккуратненько обрабатываете стык, вставляете стеклышко вот сюда вот и аккуратненько, немножечко об стеночку баночки с клеем, брав лишний клей, чтобы он не был капелькой, аккуратно капаете в самый стык. И он за счет капиллярного эффекта сам приклеивает эту прозрачную деталь. Причем деталь при ловкости рук даже потом в дальнейшем получается без помутнения, что очень важно. В дальнейшем я вас хочу познакомить с теми клеями, которые более густые. Это фирма Уху и опять же фирма Тайминя. Значит, достоинство этих клеев в том, во-первых, каждая из фирм беспокоится о удобстве для моделистов. И вот в крышечку данной вот баночки монтирована кисточка, вот, что очень облегчает работу моделиста при нанесении клея на склеиваемой поверхности. Вот. Клей немецкой фирмы Уху отличается трубочкой, что также позволяет довольно-таки точно и дозированно наносить клей даже, может быть, в самые неудобные поверхности. Ну, вот. Единственное, что может быть вызывает затруднение тем, что периодически клей засыхает вот в этом металлической тонкой трубочке. Но вы можете с помощью обыкновенного монтажного провода без оплетки вы можете спокойно прочистить. У меня, например, вот этот вот клей всегда находится вот в таком вот положении. Вот. Ну, для примера я вам сейчас покажу, как пользоваться этим. Только что мы склеивали вот такой вот деталь картера двигателя мистер Шмидта 109. У нас есть еще одна такая же деталь. Я сейчас продемонстрирую, как можно склеить ее вот этим клеем. Клей более густой, наносится он вдоль по всему шву таким вот образом. Вот. После чего детали склеиваются с собой и сжимаются. В отличие от сверхтекучих клеев, данный клей будет сохнуть намного дольше. Вот его нужно обязательно фиксировать прищепками, какими-нибудь зажимами, скотчем. И высыхать он должен примерно от 3 до 5 часов. Получится, опять же, клеевое очень прочное соединение. Опять же, швы потом нужно будет обязательно зачистить наждачной бумагой, надфилями и другими подручными средствами. Есть один нюанс еще вот в этом клее. Вот здесь вот, например, если вы можете посмотреть внимательно, то остается вот такой вот шов. В состав вот этого клея входят акрилатные смолы.
Вот, и вы можете его использовать, если это небольшие какие-то вот такие вот швы, в качестве как шпаклевки. То есть вы вот так вот с большим наплывом проходите данный шов, оставляете этот шов на сутки примерно, и через сутки полностью вышлифовываете стык. И получается, что еще вы экономите на шпаклевке. Очень хороший продукт. Ну и таким же образом можно использовать вот этот клей с кисточкой. Вот, например, крылья. Вот я сейчас покажу, например, на примере собранного вот этого крыла, как удобно это делать. Тут есть большие поверхности для нанесения клея. Вот мы берем и смазываем одну из этих поверхностей клеем. Потом мы вот так вот соединяем. В таком виде. Единственное, что здесь немножко получается вот такие вот, как вот небольшие потеки. Когда крыло прижимаешь, остаются отпечаточки. Это вот такой, как бы, так сказать, грязный способ склеивания, ну, на мой взгляд. Вот. Опять же, нужно зафиксировать крыло вот такими прищепками. Вот таким вот образом. Вот. И вот мы, уважаемые коллеги, подходим к еще одной группе клеев. Это так называемые цианокрилатные клеи. Значит, если предыдущие клеи у нас растворяли пластик, спаивая его друг с другом, то цианокрилатные клеи, их работа заключается немножко в другом. Вот. Они дают тонкую пленку между склеиваемыми деталями. Для чего это нужно? В пластиковых наборах в последнее время появилось очень много дополнительных наборов, такие как фототравление. Вот такие вот есть наборы широко известной фирмы Эдуард. Вот, куда входят привязные ремни, приборные доски и так далее. Все это очень позволяет украсить и оживить вашу модель. Вот. Кроме того, что некоторые производители, как вот, например, Том Петер, такие вот элементы фототравления добавляют в свои наборы. Обыкновенным модельным клеем данные приспособления и улучшения не приклеить. Для этого и существуют цианокрилатные клеи. Здесь вот у нас представлено несколько видов клеев. Они все отличаются этикеткой. Этикетка средней вязкости. Самый распространенный клей вот этот вот зеленый ЗАП. Их два тут клея. Вот, это ЗАП 03. Они просто здесь отличаются своей емкостью. Это время засыхания где-то порядка 5-10 секунд. Этот клей засыхает примерно за 10-18 секунд. Есть также еще гель. Гель засыхает примерно тоже за 15 секунд, но очень быстро твердеет. Поэтому нужно быть аккуратным. Вот. Также существует вот такой вот активатор. То есть вы можете, допустим, склеить какую-то поверхность и с помощью вот этого распылителя вот так вот, таким вот образом, побрызгав на нанесенный клеевой шов, и он буквально в течение там полутора минут затвердеет окончательно. Хочу напомнить вам, коллеги, что полностью цианокрилатный клей кристаллизуется примерно за 6-8 часов. Держать он будет сразу, но полностью кристаллизуется он за 6-8 часов. Вот. Теперь я хочу вам показать примерно, как ими пользоваться. Единственное, хочу сразу вам сказать, значит, про упаковку. Вот именно клеев фирмы ЗАП. Значит, здесь у нас имеется вот такой вот небольшой аппликатор, большая крышка, и здесь еще имеется еще одна крышечка. Значит, этот клей очень боится воздуха. При попадании в воздух он начинает сразу твердеть. Я покажу на использование, допустим, своего клея. Я всегда использую какую-нибудь картонку ламинированную. Можете использовать, если использовать не ламинированную, просто картон будет впитывать клей. То есть я выливаю небольшое количество клея, вытираю обязательно бумажной салфеткой либо тряпочкой вот это вот место. Если его не вытирать, то постепенно здесь нарастет такие большие капли клея, и крышка будет не закрываться полностью, естественно, клей быстрее высохнет. Здесь вот с этой платы я вот вырезал вот такой вот элемент приборной доски.
в качестве эксперимента мы приклеим его вот сюда на крыло. Ну, мы здесь экспериментируем, поэтому я думаю, что вы меня поймете. Для лучшего сцепления обязательно металлическую фотоотравленную деталь надо крупным наждаком так вот немножко ее поцарапать. И от места, допустим, мы будем клеить его вот, допустим, вот сюда вот таким вот образом. Вот. Можно даже, если это тыльная сторона и будет не видно, можно несколько раз вот так вот порезать. Это просто улучшит и уплотнит действие. Вот таким вот образом мы наносим его. И потом берем вот это вот элемент и вот сюда вот приклеиваем. Прижимаем. Значит, хочу вас обратить внимание, что именно вот на этой детали, которая идет у нас как бы есть имитация приборов, поэтому лишний клей ушел, так сказать, именно в приборы. Но если вы используете какую-нибудь плоскую деталь, вот, допустим, вот такую вот, то вам нужно сначала данную деталь нужно обязательно согнуть по крылу, придать ей некоторый изгиб, наметить то место. Вот. И для того, чтобы аккуратно приклеить, нужно взять уже знакомую вам дрель или, допустим, сверло и по периметру несколько раз просверлить насквозь. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы излишки клея не вышли из-под детали, а ушли внутрь. И я думаю, что вот этот вот данный лючок, он будет как бы более аккуратный. Ну вот я вот сейчас, так сказать, хочу вам продемонстрировать ошибку новичка. Вот я нанес клей. Если там не будет отверстий, то, видите, вот это все, весь клей, он выходит наружу. Он схватится, но при этом вот эти вот все вот подтеки потом будет очень тяжело и неудобно убирать. Вот проверяем. Вот уже видите, деталь, вот уже буквально мы приклеили фактически тоже опять же минуту назад, и вот она вот не отдирается. В принципе, если постараться ее сейчас отсюда демонтировать, то она, скорее всего, согнется, будет рваться, но уже целиком уже отсюда не отвалится, потому что мы перед вами ее немножко пошкурили, дала тонкую микропленку, за счет этого эта поверхность держится. Вот. Многие моделисты говорят, что склеивают модели, пластиковые модели именно на данный ценноакрилатный клей. Дело в том, что клей со временем в некоторых напряженных деталях, если, допустим, самолет тяжелый стоит на шасси и имеются какие-то моменты, то через 3-4 года в данном моменте, допустим, швы, которые идут вдоль линии крыла, они могут разойтись. Поэтому все-таки модельный клей существует именно для склеивания моделей. Клейте, пожалуйста, пластиковые модели клеем, предназначенным именно для пластиковых моделей, которые я вам уже показал. Ценноакрилатный клей очень хорошая вещь для использования вот в таких вот специфических и дополнительных элементах, как приклеивание элементов фототравления. Вот. И также еще ценноакрилатный клей можно использовать, допустим, в качестве, опять же, шпаклевки. Ну, представим, что вот здесь вот у нас расшивка, которая производителем нанесена неверно. То есть ее не должно быть. Значит, что мы делаем? Мы берем клей и аккуратно его по шву, прямо по этой расшивочке, зашпаклевываем. Делаем это обязательно с горочкой, потому что ценноакрилатный клей за счет воздуха очень быстро испаряется и делает усадку. Через какое-то время этот клей высохнет. Видите, буквально сейчас несколькими движениями вот в этом месте уже расшивки уже не будет. Вот таким вот образом. Вот, например, уже вот она, расшивка была здесь, в данном случае уже здесь ее нету. Вот. Что бы еще хотелось обратить внимание ваше и на такую очень часто задаваемый вопрос, как приклеивание остекления. Очень аккуратно можно приклеивать обыкновенным модельным клеем. Можно нанести аккуратно клей. Вот я его сейчас даже нанесу специально, приклею. Вот он в этом месте, но все-таки немножко вот остаются вот такие вот капельки. Это как бы свойство этого клея, потому что он густой. Но я вот, например, я считаю себя уже более опытным моделистом, поэтому я использую для этого очень аккуратно именно тамильский клей. Опять же,
Мы немножко излишки клея удаляем от края баночки. И вот здесь аккуратно кисточкой под остекление его приклеиваем. Аккуратно при этом стекло желательно не двигать. Только единственное, что ни в коем случае не поверху, потому что если вы где-нибудь наверх капнете, естественно, оно разольется по стеклу, и у вас будет очень неприятная вещь, когда стекло просто помутнеет. В принципе, исправить это будет очень сложно. Это, в принципе, будет испорченная модель, потому что остекление, как правило, производители второго дополнительного никогда не кладут. И у вас будет модель, но она будет без стекла, потому что стекло восстановить даже путем вышкуривания будет очень сложно. Хочу даже еще сделать одно очень важное замечание. Очень часто в моделизме нужно что-то где-то подклеить, использовать какие-то, допустим, закрыть какие-то щели. Для этого великолепно подходит пластик фирмы Evergreen. Он отлично клеится именно перечисленными мною клеями. Можно, допустим, каким образом использовать этот пластик. Он там имеет различный цвет, различную толщину. С помощью этого клея можно, допустим, где-то образовались щели при стыковке, можно вклеивать туда пластик. Кроме того, иногда конструктивно некоторые производители моделей делают, ну, так сказать, фюзеляж вот хлипкий, бывает такой. Ну, можно туда с помощью вот каких-то элементов вклеить, вот, допустим, туда можно какую-то распорушку поставить. Вот, уважаемые коллеги, в завершении нашей программы я хотел бы еще раз напомнить, что мы сегодня рассматривали не что, а именно чем клеит. Это непосредственно клей. Они разные бывают, разные группы: сверхтекучие, быстрые клеи, медленные клеи и клеи цианокрилатные. Эти все клеи предназначены для выполнения разных задач. Вот здесь сегодня вот лежат продукты нашего сегодняшнего, так сказать, исследования, нашего урока. Вот. Я надеюсь, что вы будете более вооруженными знаниями и сможете уже точно знать, какой клей и для каких работ он вам нужен. Вот. Надеюсь на наши дальнейшие встречи. Я думаю, что будет также интересно и будет очень познавательно. Меня зовут Павел, магазин Мир моделей. Всего хорошего, до новых встреч.